Пить дать, чем-то воняет. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал, все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого.
Оставь! Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. На втором этаже была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. В таком случае ищем печь. Испугался? Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула,
И я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожик. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожик? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожик. Ведешь себя как прибожик. Да и просто ты прибожик. Из-за тебя у сновидящей кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими А красными... зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставить. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу. Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да. Сделай так. А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Ни-ни. Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить.
У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме «Золотой осетр». Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое. Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Что шары выкатил? Стоит у тебя. Люди, пожалейте. Очередной прибыльной семье. Наш мир сгорит! Сгорит в вечном огне! Эй, белоголовый, ты глянь сюда! Не понос так желал. Что-нибудь наточить? Перековать? Покажи мне свои товары. Прощай. Покуда нильфы в Каэдвене по лесам за партизанами бегают, Новиград безопасен. Сперла? Да нет же, ты первый. Я настаиваю.
расовая гигиена Мне кажется, я вижу на том же претендента на самом поединок с уровне, Копром. что и личная гигиена его жителей. Да у меня кровью умоешься. Космы у тебя белые, как у сына Мельника. Я тут рифму ищу. Ну и вонища. Пора в море возвращаться. Опять в пояснице. Нет, лучше выпить, чем сразу по возвращении. А вообще ты неплох. Здесь я сню. В жизни не видел, как работают анейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними, чтобы они шли из глубины сердца. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. Я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность, но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах, а других просто не осознают. А что ты видишь во сне? Сон вижу не я, а клиент. Мой дар заключается в том, чтобы насылать правильные сны. Иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары. Приходится отделять зерна от плевел. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой, и забрал ее в Каэр-Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развалинах стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю.
Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь рассказать еще что-нибудь? Давай продолжим. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Как-то я спросил Йеннифер, почему Цири называют госпожой пространства и времени. Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространстве. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть. Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Йеннифер не была в Новиграде, была Трис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это?
Как войдешь в город со стороны квартала Красных Фонарей, будет мост. А Шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Да? 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 Дорогу Менге. Слышал. И правда. За эти собачьи деньги не буду я больше вообще, мясникам инопланетянам шею подставлять. Знаете, что альбатрос Все знают. А экипаж, должно быть, давно выпотрошили. Я тебя... Что принести? Покажи мне свои товары. Я не голоден. А вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием. Расовая гигиена в этом городе на том же самом уровне.
Что принести? Я не голоден. А вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием. Я тебя урою, кишками удавлю. Мастер, не помог бы ты добрым людям, а то нам как раз на кружечку не хватает. Мы как-никак по ремеслу коллеги. Вы же мастер-ведьмак? Нет? А мы оба мясники. Вы рубите,
и мы рубим. Только ведьмакам платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну не заставляй себя упрашивать. Мастер, ведьмаки всяко людям в беде помогают. Мне кажется, вы устали. Вам, наверное, уже пора домой. И правда что? Мы уже 2 дня так пьем. Да, дело ты говоришь, мастер. Пора домой. О, волчок. Я создана для любви. Боги, костлявая, за мной пришла. Бывает, у меня в руках полно работы. А что это у тебя мечи не на поясе? Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Верно. Ты ищешь надежного спутника для какой-то экспедиции? Не какой-то, а за море. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. А теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Золотуха. Эй ты, видел тут где-нибудь телочек? Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя. Ты давно играл в притоне ублюдков Тьма! Я перестал туда ходить с тех пор, как мне продали разбоярный Люди. Страдаю от бедности. Хватит с меня! Отцепись! Куда? Давайте выпьем, а то ж стемнеет. Мой сладкий. Как пить дать, чем-то воняет. Глазища у тебя змеиные, а язык...
Чтоб я вас тут больше не видел. Да мы ж хотели... В другой раз ноги из жопы повыдергаю и обратно в гузно засажу. Геральт, как всегда вовремя. А ты, Золтан, как всегда, кому-то сапогом в гузно. Это кто? Местный колорит. На минуточку отошел, и ты погляди, что они с нашим домом сделали. Ладно, пора заняться весенней уборкой. Присоединишься? Как скажешь. Мамочки! Смерть ублюдкам! Выродки, мать их! Тьфу! Старые добрые времена, а? Да, будто извергенные не уезжали. С меня хватит. Ну, все у нас исправно вышло. А вот теперь можно и поздороваться, как боги заповедали. 100 лет тебя не видел, друг. Здорово, Золтан. Эк ты раздобрел. О, так упражняюсь много. Из-за этой войны Махакамского тройного не встретишь, но Риданский лагерь его отличнейше заменяет. А вот ты что-то посмурнел. Что такое? Не хочу тебя нагружать своими бедами. Не свисти, Геральт. Говори уж, в чем дело. Я ищу Цири. Я знаю, что она была в Новиграде. Возможно, она все еще здесь. Вернулась, значит? Надо же. Интересно, я бы ее сейчас узнал. Это сколько же лет прошло? 6? 7? И что она вообще тут делает? Скорее всего, скрывается. Ей грозит опасность. Она тебе снилась? Несколько раз. Она и дикая охота. О, нехорошо. Да, не очень. Зато я знаю, что она была здесь и виделась с Лютиком. Значит, у нас неприятности. Да разное. Дай угадаю. Трис? А может, Йеннифер? Мы с Трис поговорили и выяснили отношения. А что касается Йеннифер... Так ты ее нашел? Рассказывай все, как было. Давай в другой раз. Сейчас есть дела поважнее. То есть? А где Лютик? Ха, хотел бы я знать. Может, хоть он объяснит, что за дьявольщина тут творится. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окорок, холодное пиво, а тут жопа. Лютика нет, везде бардак, бродяги эти. Понятия не имею, что случилось. Давай оглядимся, может, поймем, где его искать. Это да. Начнем с первого этажа. Там он обычно сидит, пишет. Ого, записка от благодарной музы. Значит, письма чужие читаешь. Коллегия профессоров Оксенфуртского университета имеет честь присвоить Юлиану Альфреду Панкратцу Виконту де Леттенхофу титул магистра 7 свободных искусств. Юлиан Альфред Панкратц. Все забываю, что он так по-дурацки называется.
Все из лучших виноградников. В вине Лютик понимает как никто. Это та самая лютня от эльфов из Дольблатаны? Ага, если он ее не взял, значит, очень спешит. Ага. 10 бочек изысканного тусянского, 5 ящиков саданского тройного. Ничего интересного. Да нет, это-то мы и ищем. Это его ежедневник. Да, Лютик и ежедневник. Очень смешно. Даже если он что-то отмечал, то, наверное, очень по-своему. И только он сумеет разобраться в своем бардаке. Погоди, может, все не так плохо. Вместе с этим славным прибытком на него свалились новые обязанности, в том числе бухгалтерия. Еще он отмечал время свиданий, официальных и приватных. Так, с кем он там встречался? Вот оно! Последнее время он встречался только с девушками. Хорошая мысль. У Лютика длинный язык, может, он растрепал подружкам что-нибудь такое, что наведет нас на его след. Ну, на это весь расчет. Ну, добро. Надо это все как-то разделить. А хотя бы и так. Я расспрошу девушек с моей части, ты со своей. Годится? Золтан, постой. Тут все в стихах. А как иначе? Это же записная книжка Лютика. Великолепно. Ладно, встретимся здесь попозже, обсудим, кто что нашел. Я тут еще немного приберу. Не хочу оставлять такой бардак. А ты почитал бы, что ли, этот его дневник? Если что, я тут рядом.
еще тут? Ищешь что-то? Да вот проверяю, не пропало ли чего. Вот холера. Эти же все вынесут да продадут. Хорошо, что ты не ушел. Я хотел тебя кое о ком спросить. Пусть только лишь на шелке страсти ей снится, но если надо, и матрас сгодится. Молли, она убирается у баронессы Лавалет. Он взял на прицел баронессу, а остановился на горничной? Лютих людей по происхождению не делит. В постели все равны. И потом, настоящий поэт должен хорошо знать жизнь. А так он может изучать мир с разных сторон. Если б я его не знал, то решил бы, что он ревнует Марабеллу. Да вряд ли. Она его давняя ученица. Он мне кое-чего о ней рассказывал. Кажется, я не хочу этого знать. И правильно, потому что с некоторых пор у них стало все как-то совсем странно. То есть? Ну, она велела ему переодеваться, называла его христианом, себя Анастасией. Извращения понеслись галопом. Еще каким? Однажды она сказала, что он ее жеребец. Лютик-то это за комплимент принял. Но тут она вынула у дела и сбрую, и бедолага смылся через окно. Веспула. Знакомое имя. Это не она выбрасывала в окно его портки? Она? И вопила на пол Новиграда, что он рохля и охрипший фазан. Она? И швырялась в него цветочными горшками. Ну, что делать, старая любовь не ржавеет. Как розу красит жгучий солнце вызов, так нашу розу жгут капризы. Манерам ей учиться не пристало, она лишь карликом махала. Карликом? Не замечал за ним такой скромности. Карликом Роза Варатра называет свой гвихир. Хорошее название, а? Ладно. Вар-Атре. А ее отец, случайно, не нильфгардский посол? Он самый? Ты его знаешь? Сильно сказано. Так, перекинулся с ним парой слов в замке в Визиме. Ну, значит, представляешь, что это за хер? И вот он нанял Лютика учить его дочек риторики. Только, говорят, Роза больше любит мечами махать. И она поменяла всемирно известного барда на простого фехтовальщика? И, кажется, ни одного. Все время слышу, что очередные учителя отказываются с ней заниматься, потому что она понавешала им люлей. Теперь ее отец ищет новую жертву, в смысле учителя. Пусть странен лик ее, изменчива природа, кто взглянет в очи ей, постигнет в жизни много. Ого, чувствую какое-то особенное вдохновение. Ну, я не в восторге от эльфок, но это исключение. Ей бы сама Францеска Финдебаир позавидовала. Так, может, сам к ней сходишь? Давай уж лучше ты. Почему? Видишь ли, эльфская красота, она как молодое вино из Боклера, а я как-то больше по водке. Ну, наверное, я узнал все, что хотел. Спасибо за помощь. Многое можно узнать, если есть в руках кусачки или раскаленные щипцы. Младший говорит, ты ему больше. Я все отдам. С процентами. Только дайте мне неделю. Господин младший не банкир. Он человек порядочный.
Платишь в срок, вот тебе охрана. Не платишь? На помощь! Ты чё рёшь, глупая? Думаешь, рыцарь на белом коне тебя спасет? Почти. Не вмешивайся, Седой. Не твое это дело. Берите деньги и проваливайте. Так не годится. Веспула должна заплатить. Или получить урок. Будем считать, это было устное предупреждение. А теперь вон отсюда, а то я преподам вам урок. Пойдем. Золото есть золото. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще на свете люди, готовые бескорыстно помочь незнакомой. Не вполне бескорыстная и не вполне незнакомый. О чем ты? Ты тот ведьмак, что таскал Лютика по девкам. Жерар, да? Геральт, не Жерар. Ну извини. Ну-ка, ну-ка. Значит, это я таскал Лютика по девкам? Он так говорил, что я всегда была для него той самой, единственной. Только он попал в плохую компанию, твою и этого краснолюда. У него еще хохолок такой. И подали вы ему плохой пример. Вино, женщины. И песни. Этого он тоже от нас набрался. Придется с ним поговорить на досуге. Как ты думаешь, куда мог подеваться Лютик? Верно шляется где-то, фазан хрипатый. Проходимец лживый. Ого, чем-то он тебе досадил. Тем же, чем и всегда. Сердечный друг от семи недуг. Вернулся ко мне, говорил, что теперь-то до гробовой доски. И что? Застукала я его на пристани, как он шлялся под руку с какой-то потаскухой. Это уже было слишком. Сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях, потом вот это. Вышвырнула я его с разбитой мордой. Лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной? Даже для него это не слишком деликатно. Может, он любит девушек в мыле? Может. И что он хотел узнать? Ну, как там в этих банях? Есть ли у меня там знакомые? Когда там открыто? Не знаю. Может, кому из них хотел дать работу в своей корчме, а я не к месту осерчала. А что за девушка была на пристани? Говорил, племянница из Ковера. Да, скорее из Курвера. Корсет так затянуло, что чуть зенки на лоб не лезли. У него, впрочем, тоже. Да говорю тебе, артистка какая-то или шлюха. Они, в общем, по одной цене. Спасибо за помощь. Слушай, если уж я найду Лютика, передать ему привет от тебя? Нет. То есть да. Только скажи ему, что он козел. Но пускай забегает. Ну и водит. Мрачный ты, как подвал с репой. Приветствую. Приветствую. Я друг Лютика. Ищу Элихаль. Ты ее нашел? Чем могу служить? Подшить что-нибудь, штаны залатать, носки заштопать. Ты Элихаль? А что ты так рот раскрыл? Я думал, что Элихаль подруга Лютика. Вон оно что. Подожди здесь. Так лучше? То есть ты... Элихаль. То есть ты и Лютик? Значит, как вы познакомились? Я встретил его как-то в корчме. Он надрался в дугу.
И что было дальше? А что должно было быть? Мы разговаривали. И только? Не знаю, что взбрело тебе в голову, но сразу заявляю, что мужчины меня не интересуют. И ему я тоже так сказал. К счастью, разум Лютика открыт для многого. Мы провели вместе приятный вечер, а с той поры он стал моим верным клиентом. Лютик бывал в твоей швейной? Сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет. К сожалению, он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру. Когда ты видел его в последний раз? Какое-то время тому назад. Он пришел с какой-то курткой Золтана и попросил пришить еще один карман. Это было довольно странно. У меня сложилось впечатление, что он зашел просто поговорить. О чем вы говорили с Лютиком? Он спрашивал у тебя что-то особенное? Дай подумать. Это была такая обычная беседа. Хотя, пожалуй, он все время расспрашивал про Калькштейна. Если бы мы с Лютиком не выяснили все с самого начала, я бы решил, что его что-то связывает с этим алхимиком. Вел он себя как истосковавшийся любовник. Он так хотел с ним встретиться. Калькштейн в Новиграде? Я бы тоже с удовольствием с ним увиделся. Боюсь, ты опоздал. Недавно его схватили охотники за колдуньями, и он сгорел на костре на главной площади. Но прежде чем он умер, что там творилось? По костру начали бегать огненные звери, затем они взорвались, взлетели вверх и сложили на небе надпись. Какую? «Родовит старая курва». Я знаю, что это не мое дело, но почему, собственно... Почему я переодеваюсь? В детстве я мечтал, что когда вырасту, стану доплером. Но стал портным. И тогда я понял, что костюм выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже. В один день я риданская графиня, в другой – портовый головорез. Вот она, настоящая свобода. А ты вот никогда не хотел стать, хоть на минуту, кем-то другим? Это должно быть страшно скучно, все время быть ведьмаком. Мне еще не наскучило. Спасибо за помощь. Приятно было познакомиться. К твоим услугам. Если вдруг понадобятся новые штаны или камзол, ты знаешь, где меня искать. За что нам судьбой суждено скитаться? Эльфская кровь, а? Дай медяшку. А вы тоже с голоду И жить не хочется. А конский труп жрут? Что ж ты на нелюдя похож? Иди к своим воспоминаниям. Поддержи бедняка. Можно было бежать. Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Прости, но я не могу ждать. Речь идет о Лютике. Меня зовут Геральт, и я... Геральт? Я знаю, кто ты. Хорошо, если ты так хочешь принять участие в уроке, пожалуйста. Дорогие дети, у крысолова, к сожалению, лихорадка, поэтому сегодня мы пригласили ведьмака, который расскажет нам о своей профессии. Я... Здорово! Надеюсь, ты их не разочаруешь. Ну, кто хочет задать первый вопрос? Я! А что значит, что все ведьмаки похотливые?
Вы не должны слушать всего, что люди говорят. Это значит, что они хотят пораньше лечь спать. Поэтому мама хотела уложить того ведьмака в кровать. Дети, что это такое? Следующий вопрос. А правда, что ведьмаки убивают королей? Иногда, если человек проклят и превратился в чудовище, ведьмаку приходится его убить, даже если это король. Значит, король Фольтест был чудовищем. А как отрезают голову? А ты нам покажешь, как отрезать голову? А можно попробовать эликсиры? На сегодня хватит. Собирайте вещи, увидимся завтра утром. Да! Попрощайтесь с мастером Геральтом. Здорово, что ты зашел. Да ну, вот если бы крысолов... Ну так что? С чем ты пришел? Здорово ты меня подставила. Я бы предпочел иметь дело со стаей накеров, чем с классом девятилеток. Крысолов не возражал. А, ну да. Что с ним случилось-то? Он умер. Похоже, бубонная чума. Я не хотела расстраивать детей. Ну, ты пришел поговорить о Лютике? Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Нет. Мы смотрели «Атлас грибов». Может, ладно, даже гадать не буду, что взбрело ему в голову. Его интересовала плесень. Когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом, я поняла, что у наших отношений будущего нет. А ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс, потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет так нет. Я нашел у Лютика стихотворение, а тебе из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Нет, не видел. Хей! Бич развернула крутой узловатый свист. Хлопнул бич и натянуты вожжи. Конь был танцором меж бедер ее. Встал на дыбы и заржал в мелкой дрожи. К сожалению, я не разбираюсь в поэзии. Спасибо за помощь. До свидания. Глупая ты! Девчонки ведьмачку Бледный ты, как смерть. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Да нет, Небо. Долгое «е» звучит как детский плач, понимаешь? Такое сообщение. Сил нет. Прямо сегодня утром моя Грета принесла вести с рынка. Будто в одном доме что-то людей убивает. Нетерпимый глубочайший, как пьяный трубадур. Она в серьезных делах никогда не... Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знается, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Сойди с дороги.
Геральт из Ривии у моего дома? Уверена, что это не случайность. Приветствую, баронесса. Приветствую, генерал. Ты права, это не случайность. Тебя не узнать невозможно. Но, чтобы воздать должное этикету, Мария Луиза Лавалет, генерал императорской армии, знаком с ведьмаком? Удивительно. Да, у нас был случай поговорить, когда император вызывал меня в Визиму. Ты навлек на себя гнев Варом Рейса? Нет, тогда тебя давно не было бы в живых. Значит, вас объединяют какие-то общие дела. Ну, не буду расспрашивать тебя на улице. Воспользуешься моим гостеприимством и расскажешь, что тебя привело? Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Это моя горничная. Сейчас она у моей подруги, Патриции Вигельбут. Может быть, Геральт, ты поедешь с нами? Встретишь Молли на скачках? Что ты об этом думаешь, ведьмак? Не желаешь ли принять участие в великосветских забавах? Что ж, если Молли будет там... Тогда в путь. Мы на месте. У моего отца было похожее имение в Бругге. Я ездила туда в детстве. Идем посмотрим лошадей. Ты любишь лошадей, Геральт? Наверное. Всех своих кобыл я зову Плотва. Вон та серая, Конторелла, дочь Кагыра, чемпиона из воли. Серый хороший цвет. Для коней тоже. Мой фаворит — вороной, Немрод, чистых кровей нильфгардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. А эти — рыжий гнедой. Рыжий — это Гром, чистокровный реданец. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. А тот гнедой родом из Зерикании. Его недавно купил лорд де Вольт, и я мало о нем знаю. Но вообще зериканские кони очень выносливы. Так Молли тоже лошадь? Прости? В конце концов, я здесь из-за нее. Я велела Молли присоединиться к нам, как только она управится с делами. Думаю, она скоро будет. Зависит от того, что ты приказала ей делать, госпожа. Впрочем, выбора нет, я подожду. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Разбирается, это слабо сказано. Он настоящий знаток. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак? По большей части стараюсь не падать. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгарда. Отличная дубленая кожа. Почему нет? Посмотрим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Хорошо сказано. Какого коня выберешь, ведьмак? Лагерь Родовида совсем близко. Возьму рыжего реданца. Может, он захочет угодить своему королю. Я с тобой состязаться не буду. Лучше поставлю на победителя. По-моему, выиграет Немрод. Тогда я сяду на Контореллу. Тогда зачем медлить? Начинаем!
Все готовы? Скорость, ветер, обожаю! Ничто не причиняет нынешней молодежи в голове сплошной. Давай, ведьмак, покажи, на что ты способен. Не щади коня! Скорость, ветер, обожаю! Но! Не щади коня! Но! Скорость, ветер, обожаю! Давай, ведьмак, покажи, на что ты способен. Не щади... Какой накал! Прекрасная победа! Благодарю. Для человека, у которого любую лошадь зовут Плотва, ты отлично держишься в седле. Поздравляю! Это твое. А теперь не мог бы я поговорить с твоей горничной, госпожа? Ах да, Молли. Ты же за ней и приехал. Молли — вон та статная девушка. Поговори с ней. А затем, если захочешь, мы подвезем тебя в Новиград. Нынешней молодежи в голове сплошной гоголь-моголь. Вот. Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? Все именно так. Только наоборот. Это я все время его спасаю. Хочешь сказать, что это не Лютик спас тебя во Флотзаме, перебив петлю выстрелом из лука? Что? Да Лютик бы... Неважно. Ты случаем не знаешь, куда запропастился наш искусный лучник? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик — лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаймы денег на лодку, Лодка ему зачем? чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще. А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает, всем, кому только сможет.
Как здорово! Спасибо. И удачи в поисках. У нынешней молодежи в голове сплошной гоголь-моголь. Вот. О, Геральт! Вернемся вместе? С удовольствием. До Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали. Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. Сегодня утром моя Грета принесла вести с рынка. Будто в одном доме что-то людей убивает. Твоя Грета прибрать. Какой геликон на рынке продавали? Да я бы... Душу демона. И гнался я за этим братком аж до самого сада. Знаешь, И тут как? трудно сработать. Догнал. Вечно огонь пылает, и все Прыткий такое. был, как кошак. Через дыру на задворках вылез. Акробат какой-то. С гадалки не ходи. Может быть. Обе барышни любят таких чудин. Ну чего еще? Роза Вара Тре меня ожидает. Я должен учить ее фехтованию. Иди за мной. Барышня уже ждет. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза — та еще бестия. А как Не жалко дорвется такой до клинка, не знает жалости. Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди, а то господин посол озвереть изволит. За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. А ты быстрый? Хватит бахвалиться! Дерись! А, чтоб тебя! Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал?
Я ведьмак, и я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учитель риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. На что тебе 2 меча? Ты даже с одним не управляешься. А ты быстрый? Хватит бахвалиться. Дерись! Чтоб тебя! Может, ты и не учитель фехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Еруги. Погодите, значит, Лютик вас перепутал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувство. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка, и позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. Лютик вел себя в последнее время как-то необычно. Вы не замечали ничего странного? Скорее нет. Оставь ее в покое, Геральт. Она так влюблена, что не заметила бы, превратись он в волколака. Эдна! А что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил. Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика. Он хотел, чтобы мы навестили могилы оксенфуртских профессоров. Окончилось тем, что стал расспрашивать нас про марграфа Хенкеля. Это кто? Старый свихнувшийся сморчок. Умер недавно. В молодости, говорят, он был меценатом. Готов поспорить, вы отлично разбираетесь в политике. Ну, мы слышим, что говорят вокруг. А что тебя интересует? Мне интересно, как решится судьба войны. Папа говорит, все зависит от Родовида и от того, кто первый займет Новиград. А при чем здесь Новиград? Это вольный город, он никогда не вмешивался в военные конфликты.
Каждый ребенок знает, у Новиграда самый большой флот на свете. А на его казну, как говорят, можно собрать 2 армии. Император неуклонно движется на север. При дворе, наверное, ликование? Среди его наушников, да. А папа говорит, что это долго не продлится. Как это? Папа говорит, что война мешает торговле, и что людям надоело оплачивать капризы императора. А вот еще что. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Ну, помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее, кажется, цыранкой. В Ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту цыранку. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать, госпожа. Куда и когда я должен явиться? Давай завтра. Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак. КСУЭКС. Ты сбежал из эльфского отряда? И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам, и тут вдруг... Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. 2 дня Это ж пути от ясно, Вербицы. как вечный Как огонь. дела, Пуся? Скучала по Золтану старуху? Что же ты, даже воды не выпила? Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? Купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньями вместе с Вечным Огнем устроили на него засаду и выкурили бедняк.
а барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только Лютик сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Сначала расскажи, что у тебя. Пара синяков, порванная куртка. А так ничего особенного. Я ни у одной не задержался. Видели его давно. Узнал только несколько лютиковых штучек для соблазнения баб. Да все какие-то сомнительные. Ну, рассказывай, я весь внимание. Знаешь, как он соблазнял студентку факультета естественной истории? Расспрашивал ее об обычаях троллей. А куда водил кухарку из Страстоцвета? На тракт Новиград-Оксенфурт, который как раз ремонтируют. Он часами смотрел, как дробят камни для новой мостовой. И еще втирал ей, как это романтично. Я-то в людских бабах не разбираюсь, но такое бы и краснолюдской наскучило. Стареет у нас поэт. Ой, стареет. Может и так. Или он все делал с умыслом. Ты говоришь так, будто что-то разузнал. Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И, кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из Ковера, кажется, трубадурша. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. А, ясно. Это Присцилла. Кто же еще? А кто такая эта Присцилла? Трубадурша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши. Ну что можно сказать? Нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ренары Лисы. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Я всю семью уже похоронил. Милый, а Сына что черные у тебя убили, такие жена седые дизентерии волосы? скончалась. И что мне теперь делать? Кружку мне в руке. С такой хари, как у тебя, на улице не заработаешь. Словно нечистоты, что стекаются из каналов. Я тебя предупреждаю. Помоги убогому. В таких замечательных природных условиях. А я всего одну и пил. Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя.
Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Хуэсайн? Хуэсайн?